То, что они были против. Меня зовут Катя. В России я занималась политикой и активизмом. Я состою и являюсь координатором молодежно-демократического движения «Весна» в городе Санкт-Петербурге. Мы устраивали политические акции, участвовали в выборах, привлекали внимание к каким-то общественно-политическим проблемам. На нас раньше оказывалось давление в России. Нас часто задерживали, штрафовали, сажали под арест на 10-15 суток. И когда началась война в Украине, мы поняли, что нам тоже нужно как-то на это отреагировать. И мы призвали людей в первый же день, 24 февраля, выйти на митинг вечером на Гостиный двор. Все это время в России шли митинги, каждый день люди выходили в центр города протестовать, очень много людей задерживали. Меня задержали на следующий раз 2 марта, я просто выходила из дома, и меня под домом ждала машина. И как только я увидела машину, я подумала, что, наверное, это за мной, и начала бежать. Но меня догнали, посадили, отвезли в отдел полиции. Отдел полиции, вот все, что мне там запомнилось. В общем, там на стене висел Путин, и вот он просто как будто смотрел там на все, такой большой-большой портрет Путина. А в камере, я вообще первый раз в жизни ночевала в камере, в полиции, там были лужи крови на полу, грязь. Вот, но, в общем-то, я провела ночь в отделе полиции. На следующее утро меня увезли в суд, адвоката ко мне не допустили. Мой суд прошел примерно за 5 минут, и меня отправили в спецприемник на 10 суток. Спецприемник — это такая, как тюрьма, но с послабленным режимом. Домой я приходила только 2 раза. Первый раз в день, когда меня выпустили из спецприемника, я пришла на час, собрала вещи в чемодан, какие-то с собой взяла необходимые и ушла. Чемодан я оставила дома, потому что я думала, что из России я уезжать не буду. В общем-то, мне не казалось чем-то страшным то, что произошло. Но потом, в тот же вечер, я долго разговаривала с мамой, и мама меня попросила уехать. В Россию я хочу вернуться, но для этого есть как минимум 2 условия. Чтобы прекратилась война в Украине и чтобы режим Путина сменился. Да у нас вообще, по-моему, лучше не бывает отношений с русскими. Ну да. Я надеюсь, вы замечали? Замечали. Ну вот. У нас проблемы с вашим руководством, дебильным, да. Маразматиком. Да. Не знают, кого защищать, кого не защищать, Да там уже шизофрения. кого убивать. Там уже шизофрения. Но это все только ускоряет процесс как бы распада этого всего. России? Ну, я не знаю, что с Россией будет именно конкретно, но как с империей. Говорят, да? то, что не сладко придется России, это абсолютно точно. До конца года, мне кажется, какие-то сумасшедшие вещи будут твориться там, это абсолютно точно. Да. Если к концу лета вот на нефть и газ эмбарго поставят, то вам, не вам, России хана точно. Да. Ну нам, россиянам. Потому что все пенсии, зарплаты и так далее, бюджетники же получают деньги из этих денег. А если будет эмбарго, чем будут платить? Ну да. Меня зовут Ваня, мне 29 лет. 14 марта я приехал сюда, в Ереван. Приехал, потому что моя мама позвонила мне и сказала, что я должен срочно куда-то поехать. И из вариантов была только Турция, Армения, а остальные варианты были мне не особо по карману. Однако я купил билет за 40 тысяч рублей и приехал сюда немного в панике.
У мамы был здесь друг, он должен был мне помочь, однако он воспользовался ситуацией и обманул меня и сдал мне квартиру за намного большие деньги, чем они были на рынке. Однако это никак не повлияло на мое отношение ни к чему, я не сильно расстроился из-за этого, а наоборот воспринял это как какой-то интересный момент в своей жизни, интересный опыт. Мне здесь очень нравится. В Ереване очень прекрасная архитектура, мне очень нравится стиль домов, местный камень туф. Как графическому дизайнеру, мне кажется, то, что единство стиля здесь в городе соблюдено, и это делает город таким уютным, приятным и теплым, нежным. Вот. У меня здесь появилось много друзей, в основном местных. Мне очень нравится с ними общаться, узнавать, как они жили, как они живут сейчас. Для меня было я узнал много откровений, в частности, про войну в Арцахе и про роль разных стран тут. И я взглянул на свою ситуацию немного под другим углом. Я чувствую, что из-за войны я чувствую себя отчасти ответственным в этом во всем. Хотя я занимался всегда антивоенной и был протестующим против текущего режима в России. Однако моих усилий было недостаточно. Даже для моей семьи я не мог достучаться до какой-то части своей семьи, что уже говорить про остальных людей. Из-за войны я потерял много друзей, потому что, не друзей, а людей, с которыми я раньше общался, из-за именно политических взглядов. Также я перестал общаться с папой до этого, потому что тоже это было связано с политическими и идеологическими взглядами. Сейчас мои планы пока быть здесь, двигаться по течению этой жизни, и это как бы такой повод, потому что раньше все было по расписанию, по планам, а во время войны горизонт планирования сузился до одного дня, иногда даже до 2 часов, потому что каждый час приходили какие-то страшные новости, которые тебя пугали и меняли твою жизнь. И теперь, наученный этим опытом, ты понимаешь, что единственное, на что ты можешь повлиять, это только на то, что ты ни на что не можешь повлиять, и просто жить и наслаждаться тем моментом, в котором ты находишься.